Привет! Сегодня у меня на обзоре одни из самых дешевых беспроводных наушников-вкладышей, которые я когда-либо покупал. И вот несмотря на свою такую максимальную простоту, данная модель оказалась довольно интересной. Как ты уже понял по названию, в этом видео речь пойдет про новые наушники Xiaomi Mi Marshmallow TVS стоимостью плюс-минус $15, и это без всяких распродаж. В первую очередь, как можно заметить невооруженным взглядом, гарнитура примечательна своим компактным размером. Как кейс, так и сами наушники весьма миниатюрны. Зарядный кредл выполнен из матового пластика, в то время как сами наушники здесь глянцевые. Несмотря на такие скромные габариты, емкость аккумуляторного блока футляра составляет целых 320 мАч, а в каждый наушник поместили по 30. На передней стороне зарядного кредла расположили статусный светодиод состояния, а в нижний торец встроен разъем для зарядки. Никаких кнопок активации и сброса наушников до заводских настроек как внутри, так и снаружи корпуса нет. Как я уже успел отметить, все здесь просто и лаконично. Петля крышки пластиковая, без доводчика, но при этом люфта нет ни в закрытом, ни в открытом состояниях. В общем, к сборке как таковой у меня претензий нет, все аккуратно. Для подключения наушников к смартфону их необходимо достать из кейса. Главного в паре нет, и ими можно пользоваться как вместе, так и по отдельности, если один из них оставить на зарядке. Сами наушники имеют классические вкладышные чаши звуководов и коротенькую тонкую ножку. Благодаря такому решению получается довольно универсальная посадка в ухе. Ничего здесь не мешается и не торчит, по крайней мере ко мне в уши наушники сели без особых манипуляций. Датчики автопаузы на борту отсутствуют, а сенсорные области для управления функциями находятся примерно посередине внешней стороны ножки. Они никак здесь не выделены, так что в первое время надо будет привыкать куда тапать для того, чтобы управлять плеером. Из жестов доступно 3. Двойной тап по любому из наушников отвечает за плей-паузу, а по тройному касанию можно переключать треки. Правый наушник мотает вперед, левый назад. Если удерживать палец на сенсоре любого из наушников в течение 3 секунд, то можно позвать голосового ассистента. Регулировать громкость с наушников нельзя. В целом управление классическое, без особых сюрпризов. Что же касается непосредственно звучания, то сказать, что я не был удивлен, это не сказать ничего. Но для общего понимания наушники не звучат феноменально, нет, они просто играют на свою цену и даже, наверное, больше. Ведь у меня уже был опыт покупки вкладышей за примерно такую же цену, это были Lenovo LP40 и Huawei T17. Так вот, звучание Marshmallow голов на 5 выше как минимум, если вообще звук из 40 и 17 модели можно назвать звуком. Я настоятельно не рекомендую покупать данные модели, тем более своим детям. Слух можно испортить основательно. А вот у наушников Mi звучание приятное, без резких и звенящих оттенков. Да, объема тут не так много, но при этом имеется бас, да и средние частоты вполне себе нормально отыгрываются. Верха при этом слух не режут. Частотная картина в целом вполне приемлемая, в особенности для прослушивания современной популярной музыки. При этом хотелось бы отметить неплохой запас по громкости. Конечно, тягаться с саундпицами в данной дисциплине им сложновато, однако назвать наушники тихими я не могу. Громкости реально хватает. Из интересного приятно удивила автономность. Почти 5 часов на максимальной громкости отыграли эти малыши. Если быть точным, то наушники сели через 4 часа и 55 минут непрерывного проигрывания музыкального потока. Согласись, результат неожиданный, учитывая размеры корпусов и ножек. Плюс ко всему здесь стоят 13-мм динамические драйверы, на питание которых тратится приличное количество энергии. С моими смартфонами наушники работают по аудиокодеку AAC, помимо которого стандартно в наличии имеется и кодек SBC. Если говорить в целом, то я бы, наверное, взял эти наушники вторыми, для домашнего использования. Посмотреть видео, послушать аудиокнигу или же какую-то музычку фоном. Тем более, я повторюсь, наушники легкие и в ушах не чувствуются, и при этом, несмотря на всю свою глянцевость, не пытаются выпасть. Ну а почему я считаю эти наушники приемлемыми для использования дома, то здесь в большей степени это из-за встроенных микрофонов, тест работы которых я и предлагаю тебе сейчас послушать. Проверяем работу микрофонов в новых наушниках-вкладышах Xiaomi Mi Marshmallow, как-то так это называется история. Это у нас наушнички из краудфандинга Xiaomi стоимостью около 1000 рублей, то есть это, в принципе, наверное, самые дешевые или одни из самых дешевых вкладышей, которые я в последнее время обозреваю. Вот таким образом они звучат в закрытой машине. Я по традиции открываю окно с двух сторон, где-то со скоростью 70 км в час, если порывами задувает ветер, плюс есть шум от проезжающих мимо машин и от дороги. Ну, примерно так срабатывает микрофон.
микрофону и вот таком сценарии использования. Ну и, собственно, не откладывая в долгий ящик, второй тест с печкой. Я сейчас выкручиваю ее на максимум вот таким вот образом. Потихонечку она набирает обороты, и уже буквально через 5-6 секунд в салоне будет стоять очень сильный шум. Вот такой вот. В условиях данный тест проводится. Ну и как-то так отрабатывают микрофоны при вот таком сценарии использования. Допустим, если ты будешь по этим наушникам с кем-то разговаривать по телефону в каком-то таком шумном месте, где нет ветра, но тем не менее очень-очень шумно. Но вот так отрабатывают микрофоны в наушниках MIF, Marshmallow. Я сейчас нахожусь на улице, около дороги. Вот примерно, в принципе, можно видеть. Машины здесь немного проезжает. Ну, шум, тем не менее, от них есть. При всем при этом сегодня дует такой легенький ветерочек, иногда даже порывами. Но вот я стою в таком месте, где особо порывов нету, и примерно можно прикинуть, как тебя будет слышать собеседник. Боюсь, что если я поймаю хороший ветер, то вообще ты меня не услышишь. Так что примерно можно прикинуть, как это все происходит, как отрабатывает шумодав в этих наушниках. Тест в автомобиле, ну, мне не очень понравился, но тебе судить. Пиши в комментариях, как тебе микрофон в этих наушниках всего лишь за 1000 рублей. Как это? Встроенного игрового режима в наушниках не предусмотрено. Оттого и мой тест в популярных шутерах PUBG Mobile и Call of Duty Mobile получился весьма предсказуемым. Интервал по задержкам составил 280-320 миллисекунд. А вот на YouTube такое не распространяется. По крайней мере, на мой слух, при просмотре роликов звук от видео не отстает. Что же касается стабильности связи, то тут в целом все хорошо. На улице, в людных местах и в помещении полет отличный. Единственный момент, пару раз я наблюдал секундные обрывы при прослушивании музыки дома. Но в силу того, что для этого я использую поток, то есть подозрение, что виной тут интернет-соединение. Ведь если слушать уже закачанные треки, то проблем не наблюдается. Ну и подводя сегодня некий итог по данной модели, могу сказать однозначно, что свой косарь наушники отрабатывают. Компактные размеры, минимальный набор базовых функций и при этом хорошая автономность вкупе с неплохим звучанием и запасом по громкости, на что еще можно рассчитывать при такой-то цене. Да, микрофон здесь не лучший, но для домашнего использования вполне себе сгодится. В общем, в основные моменты я тебе сегодня посвятил, а вот покупать себе их или нет, решаю уже сам на основе изложенного. Спасибо тебе за просмотр, скоро увидимся. Пока-пока.